что мужчины никогда не прощают женщинам в отношениях. Это важная тема, потому что часто в отношениях случаются ситуации, когда конфликт как будто бы возникает на ровном месте, потому что женщина каким-то образом повела себя по отношению к мужчине или вообще рядом с мужчиной. К сожалению, мужчины часто либо не говорят, что им что-то не нравится, либо не вполне это осознают, и выглядит это так со стороны женщины. У нас были отношения, все было вроде бы хорошо, потом произошло что-то, непонятно что. И мужчина начинает отдаляться куда-то или просто пропадает. В чем дело, непонятно. И я знаю, есть женщины, которые описывают, у них целая череда таких отношений, где вот вроде бы все хорошо, в какой-то момент бац, и что-то вот поломалось. Поэтому мы сегодня с вами разберем, какие же вещи в поведении женщин для мужчин могут быть особенно чувствительны. Это важно как для женщин, чтобы понимать, что там происходит с мужчиной, так и для мужчин, потому что бывают ситуации, когда мужчина не совсем осознает, что именно ему не нравится в поведении женщины. Просто в какой-то момент он чувствует себя рядом с ней, что она чужая, и я ей чужой. И не совсем понимая те механизмы, в которых он находится, просто уходит из отношений, которые в принципе можно было бы наладить, если просто немножко осознавать, что собственно с тобой происходит. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений, и сегодня мы с вами поговорим о том, какие же вещи мужчины никогда не прощают женщинам в отношениях. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первая вещь, которую мужчины не прощают женщинам, если женщина постоянно сравнивает мужчину с какими-то другими мужчинами, причем так вот в общем, что вот настоящий мужчина здесь бы поступил вот так-то вот. Бывает, что женщина сравнивает, часто вообще не особо осознавая это, мужчину со своим бывшим, там, не знаю, мужем или с отцом, с какой-то другой мужской фигурой своего прошлого. Женщина просто делится своими ожиданиями, что я вот так привыкла, что мужчины обычно ведут себя таким-то образом, и вроде как я от тебя того же ожидаю. Мужчины эту ситуацию воспринимают как нарушение искренности и близости, поскольку в отношения как будто бы привносится кто-то третий. Есть кто-то третий, кто нереалистичный, соответственно, он легко может быть идеалистичным, то есть ты никогда не будешь таким, как вот мой бывший мужчина, или ты никогда не сможешь делать что-то, как делал мой отец когда-то. То есть в такой ситуации мужчина постоянно чувствует себя, во-первых, в какой-то навязываемой ему конкуренции с каким-то другим мужчиной. И во-вторых, самое главное, он не чувствует себя, что в этих отношениях с женщиной они находятся наедине. Постоянно есть какая-то вот эта фигура какого-то другого мужчины, с которым тебе нужно себя сравнивать. Естественно, что если мужчина находится рядом с женщиной, потому что ему не важно, есть какая-то женщина и ладно, там, или она выполняет какие-то функции, которые мужчина ожидает, что она будет выполнять, то такое сравнение может и для него будет и не критичным. Но если мужчина ценит женщину, если он ее любит, то вот ситуация, когда женщина постоянно ссылается на кого-то третьего, она просто не позволяет получать удовольствие от близости. В таких ситуациях мужчина с женщиной не видит дальнейшего будущего. Вторая вещь, которую мужчина не прощает женщине, это такое систематичное публичное унижение. Многие мужчины гораздо проще переживают конфликт наедине, чем ситуацию, когда женщина где-то прилюдно начинает какие-то ему высказывать претензии, так, чтобы во всеуслышание. Опять же, здесь что происходит? Вместо того, чтобы решать какие-то вопросы в формате диалога, мужчина сталкивается с тем, что женщина привлекает каких-то третьих людей, включается вот эта триангуляция, о которых она пытается мужчину стыдить и таким образом непрямым посланием на него воздействует. Конечно, если такая ситуация повторяется периодически, женщина часто использует такие манипуляции через каких-то третьих лиц, то мужчине очень сложно видеть в ней субъекта, очень сложно находиться в какой-то близости, и мужчина воспринимает такое поведение женщины как предательство, потому что вроде как договаривались изначально, собирались, что мы будем с тобой вместе, а получается, что ты постоянно с помощью кого-то меня там как-то стыдишь или иным образом на меня воздействуешь. Третья вещь, которую мужчинам сложно простить женщине, это постоянное недоверие и подозрение. Это в принципе касается как мужчин, так и женщин. Вообще людям не нравится вот это излишнее количество контроля со стороны другого человека, потому что в частности, когда мужчина оказывается в отношениях, где женщина постоянно его контролирует, какая-то постоянная ревнивость, подозрительность, то в такой ситуации ты себя чувствуешь как ребенок, которого контролирует родитель. Потому что нормальная ситуация в нашей жизни, когда нас контролирует какой-то другой человек, это наше детство. В детстве нас контролируют родители, потому что там это положено по возрасту. Если мужчина находится в отношениях с женщиной и предполагает, что у них какое-то равные взаимоотношения, а сталкивается с тем, что она из какой-то материнской позиции к нему относится, то понятно, что ему это не подходит для мужско-женских отношений. Он также это воспринимает как предательство.
Четвертое – это манипуляция близостью. Ситуация, когда женщина ставит условия, что у нас с тобой будет близость, тепло, не знаю, секс, если ты сделаешь что-то. Бывают такие ситуации, когда женщины объективизируют себя и свою телесность воспринимают как определенный социальный актив, которым они и начинают торговать. То есть, грубо говоря, ты сделаешь для меня что-то, что мне нужно, а я для тебя сделаю что-то там в постели. Опять же, если мужчина к женщине относится как к объекту, в частности к такому объекту сексуального удовлетворения, то это честный торг. Честный такой вот, я для тебя что-то делаю, и ты для меня тоже что-то делаешь. Вот мы так вот и договорились. Но если мужчина относится к женщине субъектно, если он относится к ней как к человеку, если для него вот эта телесная близость является лишь проекцией духовной близости, то в таком случае такое поведение женщины мужчина воспринимает как понижение ставок и какое-то огрубление отношений. Тут же, понимаете, очень легко можно прийти к такому умозаключению, что ты со мной занимаешься сексом, потому что я что-то сделал и это заслужил, а не потому что ты меня любишь и потому что это как бы проявление нашей любви. Пятая вещь, которую мужчины не прощают, это предательство в момент слабости. В ситуации, когда мужчина временно вот он перестал работать, или он заболел, или вот какие-то перемены, когда он находится как бы в такой слабой позиции. Может быть такая ситуация, что, скажем, у мужчины какая-то травма, он там на полгода перестал работать, меньше зарабатывает, и в этот момент его женщина может по поводу этого как-то высказывать какие-то неудовлетворения. Бывают ситуации, когда женщина в принципе просто сетует на всю эту ситуацию, ей не нравится то, как все происходит, она мужчину как бы и не обвиняет. Но если вот эмоционально мужчина чувствует, что в момент его слабости женщина отдалилась, что вот этот кризис, который они переживают, их отдалил, то он может это воспринимать как предательство, что вот я ценен только когда у меня все хорошо, когда у меня все плохо, я не ценен. Опять же, здесь скорее вопрос к динамике развития отношений в паре, как вообще пара переживает кризисы. Потому что, в принципе, во многих парах бывает так, что когда что-то случилось, там ребенок заболел, не знаю, какой-то переезд, оба человека переживают стресс, и каждый ведет себя таким образом, что другой считывает какие-то претензии в свою сторону. То есть ситуация, когда общая беда не сплачивает, а разъединяет пару. И в такой ситуации нужно работать обоим с тем, почему вы таким образом реагируете на стрессы, которые в жизни происходят просто постоянно. Шестая вещь, которую мужчины не прощают женщине, это если женщина в отношениях перестала быть союзником. Вот это такие ситуации, когда, знаете, в отношениях есть ощущение, что мужчина и женщина это одна команда. Вот это такое очень ценное ощущение. Но это ощущение есть только когда они вдвоем и все хорошо. Как только возникает какой-то такой, знаете, общий семейный конфликт, женщина всегда, предположим, занимает позицию своих родителей или сторону своих каких-то друзей. Вот мужчина чувствует, что здесь она никогда не на моей стороне. Или в ситуациях, когда мужчина сталкивается с любыми трудностями, женщина стереотипно, как правило, его критикует, а не поддерживает. То есть женщина может вообще из благих намерений так себя вести, потому что ее родители в детстве так себя вели. То есть каждый раз, когда ты оступился, нужно покритиковать, чтобы как будто бы человек сделал выводы, провел работу над ошибками. Но опять же, то, что работает с детьми, не работает с взрослыми людьми. Потому что взрослые люди, мы все понимаем, что если ты хоть чем-то занимаешься, ты неизбежно будешь совершать ошибки, и тебе не надо, чтобы тебе кто-то добавлял какой-то критики, ты и так достаточно критичен к себе. Если со стороны тебя не поддерживают, а начинают еще больше тюкать, со временем появляется ощущение, что рядом со мной находится какой-то конкурент или враг. Опять же, вот это ощущение близости разрушается, и мужчинам очень сложно это простить женщине. Седьмая вещь, которую мужчина не прощает женщине, это потеря восхищения и признания. Мы здесь не говорим о такой нарциссической, такой болезненной потребности в таком праздном восхищении. Мы здесь говорим о ситуации, когда женщина перестает признавать то, что мужчина для нее делает. У многих мужчин есть такая потребность, мифологическим языком говоря, приносить своей женщине перо жар птицы. То есть делать что-то такое, что он сам бы для себя, может быть, бы и не делал, а вот для нее он это делает, и в этом чувствует какую-то гордость. И ему важно, чтобы она тоже видела то, что он для нее делает. Не знаю, что он много работает, что он где-то договорился, что-то какой-то вопрос решил, что он для нее постарался сделать какой-то подарок. Что угодно. Есть ситуации, когда женщина все эти его какие-то достижения воспринимает как само собой какие-то разумеющиеся такие вещи, вроде как должное какое-то. Опять же, такое поведение женщины в данном случае очень похоже на поведение ребенка, потому что ребенок
когда родители что бы для него ни делали, как бы родители бы за ребенком не ухаживали, ребенок это воспринимает как, ну, как должное, он иного ничего не видел. Вот он как происходит, так и происходит. Если мужчина делает какие-то вещи, которые по его убеждению заслуживают признания, и делает он это для них, для их команды, а женщина это воспринимает как, знаете, как вот старуха из золотой рыбки, что все мало-мало, как-то недостаточно, то в такой ситуации мужчина также может это видеть как такое предательство, предательство его, что ли, ожиданий от этих отношений, и также мужчины это женщинам не прощают. Я описал 7 ситуаций, которые часто являются причинами конфликтов в отношениях, причем очень часто они такие неявные. Связано это с тем, что в отношениях каждый может вести себя так, что он считает себя правым, но в формате вот отношений, вот этой системы, выходит, что оно дисфункционально. То есть каждый прав, но в результате что-то не сходится. Поэтому если вы понимаете, что вы находитесь в отношениях, где есть какой-то конфликт, который вот даже причина этого конфликта не ясна, можете записаться ко мне на консультацию. Я работаю с людьми из разных стран. Ссылка для записи на консультацию есть под каждым видео у меня на канале. Также можете написать мне личное сообщение. Ссылки также есть под видео. Иногда на первой консультации удается вскрыть некоторые психологические механизмы, травматические, возможно, которые предполагают длительную работу над ними. А иногда достаточно просто расставить акценты таким образом, чтобы человек мог дальше с большим пониманием решать свои проблемы самостоятельно. Также поделитесь, пожалуйста, в комментариях, какое поведение является непростительным для вас в отношениях. Я буду благодарен, особенно если вы поделитесь личным опытом, потому что личный опыт, он всегда очень дорог. Если эта тема вам интересна, видео понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.